Представители знака зодиака Скорпион. Скорпионы, мои дорогие, здравствуйте. Второй прогноз, гороскоп на неделю с 12 по 18 февраля. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. И у нас сегодня колода добра, которую прорисовала великолепная художник и таролог с большим стажем Колет Барон Рид. Изображение и значение карт подается с позиции позитивной психологии, поэтому, мои дорогие скорпионы, давайте будем чуточку, хотя бы добрее к самим себе, милосерднее к собственной душе, не загонять себя в какие-то рамки или в какие-то «вот я должен», может быть, или в какие-то сомнения. Ведь жизнь не бывает полностью предсказуема, и вы это знаете. Позволить себе право ошибаться и идти дальше. И даже не корить себя за какие-то, может быть, неправильные принятые действия или что-то там у нас не получилось. Да и ладно, оставить это в прошлом, правда. Здесь сейчас время такое, когда если что-то мы сделали, ну, не так, или, ну, где-то допустили ошибку, это нужно оставлять. Просто этот опыт где-то не значит, что он повторится. Быть где-то внимательным, но не просчитывать до бесконечности вот ту ситуацию, которая уже сложилась, а допустить альтернативные варианты развития событий, ну и нашего главного восприятия. Ведь нет черного, как будто белого или даже полутонов. Есть лишь то, как мы относимся к конкретным событиям жизни, к обстоятельствам. Вы люди сильные, мои дорогие скорпионы, но для всех скорпионов одна задача – не уйти вот в это глубокие размышления, наверное, да, или в какой-то анализ. Потому что когда мы погружаемся на глубину воспоминаний или какого-то ненужного анализа, мы словно можем привлечь в свою жизнь, наколдовать буквально, особенно вы, потому что лично для меня карта ваша, как бы, если мы переложим Скорпиона на карты Таро, это карта мага. И то, что вы думаете сегодня, будет означать ваше завтра. Поэтому не наколдуйте себе, мои дорогие, того, чего не надо. Вы сильные люди, но вот единственный момент – это когда, ну, где-то, знаете, ваша интуиция и умение предвидеть на долгий период времени может смениться, знаете, вот этим самым ненужным глубокомысленным анализом или воспоминаниями, понимаете, для вас только вперед. Итак, в нашем прогнозе две темы или два вопроса главных. Это что важно знать на неделю и неожиданности. Ну и что скрыто, мы тоже достанем карту. Итак, для Скорпиона что важно знать на неделю? Чего не избежать? Неожиданности. Чему сейчас не время или что вам может помешать? А что вам будет помогать? Приятности, что вас будет радовать? Что скрыто? Дело, работа, бизнес. Финансы, денежная энергетика на этой неделе. И личная жизнь. Что же важно для вас, мои дорогие скорпионы? Для вас важно счастье. Вообще вот так вот глобально. Туз воды, когда исполняются наши желания. Вообще, конечно, неделя сама по себе более позитивная, безусловно. И вот этот морской конек, кстати, один из символов счастья, благополучия, изобилия, процветания, когда мы радуемся жизни. Вот для вас построить, как будто, может быть, свою новую стратегию или продолжить что-то, мои дорогие, если есть, как в личных отношениях, царит взаимопонимание, у вас там какой-то баланс. Это не исключает то, что у нас могут быть, ну, какие-то вопросы, по которым мы не согласны с партнером. Все-таки это нормальное течение жизни, но в целом, когда все хорошо, когда сбываются мечты, может быть, вы на этой неделе просто получите важное какое-то либо известие, либо дело сумеете организовать, когда вы останетесь довольны. В этой колоде карт это безусловная любовь и изобилие. Поэтому радость сама по себе, как будто она входит на этой неделе, вы прочувствуете свои новые возможности. Неожиданности, двойка воды, вот интересно, туз воды – это единица, и двойка воды, взаимодействие, любовь, взаимопонимание – это карта дуальности, это то взаимопонимание, когда мы отчасти можем, или время таково, когда мы можем со всеми договориться,
когда мы великие дипломаты, правда, решают все люди. И наша сильная позиция не тогда, когда мы сумели что-то кому-то доказать, а мы сумели договориться. Вот самое прекрасное время. У кого-то в личной жизни удели внимание своей личной истории, истории любви. Вообще по этой карте, в этой колоде гармоничное партнерство и прочные отношения, как в любви, так и, наверное, то, что касается работы, вашего бизнеса. Наверное, может быть, в неожиданностях нам и говорят, удели внимание тому, как через людей то, что приходит тебе в виде надежности, понимаете? Вот то, что наносное ненужное, оно не должно вами учитываться, а лишь то, что как люди, на которых мы можем положиться, кому мы можем доверять, так и, видимо, если мы говорим про работу, все-таки партнерство у нас деловое тоже по этой карте, именно в этой колоде проходит, значит, и партнеры по бизнесу, или, если мы говорим бизнеса нет, пусть это работа, значит, ну, какой-то руководитель или коллеги, ну вот не должно быть острых углов. У вас должна быть во всем сильная позиция через дипломатию, мои дорогие. Чему сейчас не время? Проявлять свою силу. Вы действительно маги, волшебники, у вас сильная позиция. Но не время где-то, знаете, манипулировать так, чтобы это увидел кто-то другой, правда. По карте сила не пытаться, может быть, какими-то прежними методами решить тот или иной вопрос, или проявлять силу, или кому-то что-то доказывать, правда. Карта прекрасная, посмотрите, но тут опять же взаимодействие, все то, о чем мы сейчас только что говорили. Девушка и лев, они как будто в едином тандеме. И вот это нужно сохранить. Но по карте сила есть всегда, знаете, такая опасность, когда нам хочется все же сделать именно по-своему, от начала до конца. Или когда, знаете, мы проявляем какую-то чрезмерную стойкость в решении того или иного вопроса. Когда стойкость в настойчивость переходит, когда вот именно так должно быть, а не иначе. Вот это будет конкретно мешать. Этому не время. Научиться, может быть, сохранять сильную позицию через дипломатию. Вот этому сейчас самое время и, наверное, на продолжительный период времени, потому что старший аркан никогда не проигрывается в течение 7 дней. Это как другой ход мысли, понимаете? Что же будет вам помогать? Вообще честность по этой карте, или как новое начинание, какие-то новые возможности. Есть человек, иногда проигрывается, пусть не в этой колоде. Тот человек надежный, кстати, пусть он будет хоть один, а много и не нужно, который нас может выручить как и деньгами, помочь решить тот или иной вопрос, или дельным советом может помочь. По этой карте, правда, как будто, может быть, придется либо куда-то отправиться, или к вам кто-то приедет. Это не обязательно далекая поездка, может быть, и близкая какая-то, чтобы решить тот или иной вопрос. Вообще трудолюбие нам помогает, и преодоление чего-либо, и наши разумные действия, где-то терпение, выносливость, мои дорогие. Что же скрыто? Деньги, десятка земли, ваше благополучие, решение вопросов, связанных с жильем. У кого-то ремонт, у кого-то переезд, у кого-то просто сделать жилье более комфортным, получить и заработать деньги, решить какие-то вопросы, касаемые вашей семьи или личной жизни. Вот вообще многогранная карта, посмотрите. И именно в моем прогнозе я так раскладываю карты, чтобы видеть как бы причинно-следственность какую-то, да, или событийность. И у нас чего? Что важно знать? Туз воды выпадает. И дальше, что скрыто? Это важно, вы можете где-то и не видеть, или если сомневаться, у каждого своя какая-то, ну, история судьбы. И вот ваше благополучие, изобилие, процветание, и есть возможность, ну, просто радоваться жизни. Туз воды не случайно выше, чем десятка земли, как бы у нас выпал две карты, одна дополняет другую. Как и гармония в вашей душе, в вашей жизни, полный баланс. Но этот баланс потребует, ну, где-то не самонадеянности, понимаете, повторюсь еще раз, а именно, ну, благотворного взаимодействия, сотрудничества, дела, работа, бизнес, точно. Для вас еще будет важно быть дипломатом, потому что как будто просчитать какую-либо ситуацию на пару шагов вперед.
по делам, по работе, по бизнесу что-то может стать на паузу, а вы будете словно в ожидании чего-то. Может быть и правда, какое-то известие есть, какой-то вопрос у вас не решен, и на этой неделе я не знаю, как его решить, вы, мои дорогие. Вот может быть такое состояние. И вряд ли вы это сможете как-то перевернуть, изменить кардинально ситуацию. Победа приходит к тому, кто умеет ждать. Вот даже если кровь в жилах закипает от этой фразы, ну, значит, себя где-то охладить нужно по карте Луна дважды, потому что есть как будто образы или есть мои намерения, но никакой конкретики. И поэтому просчитать сейчас практически что-то сложно. Карта говорит, чтобы в дальнейшем себе не осложнить какие-то решения вопросов, мы не должны с кем-то поссориться, кстати. А мы должны быть дипломатами, потому что сейчас за счет сильной позиции может быть такой посыл, я хочу все-таки настоять на своем. А карта Луна нам говорит, как ты потом будешь взаимодействовать с этим человеком, тебя судьба с ним столкнет, ты сейчас просто действительно не видишь, но помешать себе ты не должен. По карте Луна вообще это как бы интуиция, да, она нам помогает. Но если переведем на материализм или какой-то рационализм, тут скорее иррационально. Тут и обстоятельства могут так вот развернуться в какой-то сфере вашей жизни. Ну, где-то неожиданно. И будет зависеть от того, успех решения тех или иных вопросов от того, как вы сумеете договориться, мои дорогие. Вот это будет важно. Но пока не спешите. Финансы, хотя нам сказали, финансы будут. Королева огня. Что отличает королеву огня, мои дорогие, это умение хранить тайны, как свои, так и чужие. Это, кстати, опять же, сильная позиция. Королева огня – это та, которая надеется только сама на себя. У вас выпадает на деньги. И рядом у нас карта сила. Поэтому будьте где-то аккуратны с деньгами. Правда, что-то просчитать будет важно. Не потратить деньги, может быть, где-то так. Или быть разумному в своих тратах, несмотря на то, что как бы у вас сейчас и есть возможности. Я понимаю, у каждого свои. Но по королеве огня не предвосхищать. Как вот есть такая фраза, удача и успех любят тишину, о себе много не рассказывать. Сама по себе где-то немногословность помогает. И с другой стороны, по королеве огня мы всегда надеемся сами на себя не думать. У вас как бы есть человек, нам об этом сказали, который вам придет на помощь и даже деньгами, и даже, ну, такой суммой, когда, может быть, и нужно какую-то брешь словно закрыть. По-разному бывает в нашей жизни. Но по королеве огня проходит как раз значение тех людей, которые, может быть, и вынуждены, словно их судьба ставит на колени, но они снова поднимаются. Вот здесь есть как и решимость, так и настойчивость, есть и мужество, но это не есть как форсирование или настаивание, а это надежда на самого себя. Но вы как раз, мои дорогие, вы надеетесь-то сами на себя, и поэтому благотворное сотрудничество, может быть, дружба какая-то или благоприятный тандем в решении финансовых вопросов. Как будто, знаете, вот глядя на весь наш расклад, мы еще достанем карту последнюю, но для вас, видимо, правильно взаимодействовать с людьми будет очень важно. Как и в личной где-то жизни, как и в решении каких-либо вопросов, даже в инстанциях, так и где-то через финансы. Все решают люди, помните это. Но определенная скрытность по финансам, она как будто предусмотрена. Давайте мы посмотрим, что в личной жизни. Семерка земли. Вы знаете, вот в этой колоде карт так выглядит перекресток. Да, так это семерка пентаклей бы была у нас, да, в классической колоде Таро. И это карта паузы. А семерка – это у нас та цифра, которая идет следом за номером 6. И по нумерологии вся активность вообще проходит в 6 стадий. Почему и второ? 6 – это всегда победа. И следом за 6, как мы уже только что сказали, идет 7, и это перезагрузка. Вот или этот перекресток, вот так буквально звучит эта карта. Нам нужно осмотреться, нам нужно что-то не торопить развитие тех или иных событий и для себя как будто определить, куда же я иду дальше. Вот, видимо, такой период, этот недельный для вас очень важен, может быть, с выбором каким-то определиться,
По этой карте может быть как новое решение. Кстати, альтернативные, мы говорили, развитие событий могут быть на этой неделе, которые вас вынудят принять иррациональное какое-то решение. Вы можете столкнуться с тем, что раньше вы говорили: нет, я так никогда не поступлю, или этого не может быть. А тут вы сталкиваетесь с тем, что ну надо же, вот именно так оно и есть. И это требует совершенно нового подхода. И вот вам эта самая перезагрузка совершенно необходима. Знаете, вот есть такое еще значение буквально в этой колоде. Смени пластинку, правда? Вот так прописано. Значит, что-то мы должны поменять. Но не прямо на этой неделе. А на этой неделе мы должны обдумать. Может быть, набросать себе какой-то тезис-план выхода из той или иной ситуации. Или даже ну, как это тезис-план, план минимум, план максимум, что же я буду делать дальше, или какую-то личную историю, как я буду продолжать, или, может быть, завершать, или вообще мое качество жизни, от чего будет строиться. Я так думаю, у каждого, безусловно, по-своему, но даже у тех, у кого сейчас все хорошо, и кто сейчас в паре, мои дорогие, нам об этом вот как раз сказали, это просто вы будете искать какие-то ключи взаимопонимания или с партнером что-то обсуждать. Так, чтобы нравилось вам двоим. Может быть, какие-то перемены, которые вы планируете по части переезда. Или, может быть, это, знаете, как режим труда и отдыха, график вашей работы и вашей занятости дома. Может быть, и такое вот тоже. Но все о взаимопонимании. Вот это важно знать, и это где-то умение и возможности, мои дорогие, словно вам ангелы небесные на этой неделе будут помогать как раз договориться со всеми. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые скорпионы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.